Прям четко. Защита. И защита, да? Да. Как грамотно. Прям когда нужно, да? Тебе долго, Андо? Все, все готовы, можешь запускать. Давай! Всем привет, это канал Outsound. Мы пристреливаем камеру. Андо просто так попал в кадр. И можно так обзоры начать будет, да? Это Андо, а это Рамазан. Он сегодня оператор. У нас Альмера на обзоре сегодня, которая уже культовый такой проект в России. И у нас она культовая на канале, потому что это какой обзор уже? Раз, два, три, четвертый где-то. Андо с Рамазаном в очередной раз что-то изменили в Альмере, и у них чуть-чуть громче стала она, да? Вы 165 перешли уже? Да. Сколько уже максимальный рез? 165, да. Автомобиль, кто не знает, уникален тем, что он очень жестко эксплуатируется. Его уже рвало на части много раз. Он проколесил уже полстраны. И одна из уникальных особенностей в том, что давление здесь такое, которое не во всех броневиках есть, а это повседневная машина и седан. Машину мы сегодня покажем чуть более подробно, чем в предыдущих обзорах. Андо позадаем вопросы и покажем все травмы, которые получила машина за время эксплуатации. И, конечно, навалим. Мы еще не знаем, что будет в этом помещении. Леша взял на себя все расходы по поломкам. Или Андо, хер его знает, они пусть сами разбираются на братско-армянской волне, там решат потом. Но мы навалим по-любому. Начнем с чего? С под капота или там есть что показывать? Тут вот они, эти бананы все знают, откуда пошли. Это с наших обзоров, видите, до чего дошло, что уже логотипы с бананами. Банан я знаю почему, обезьяна не знаю. Обезьяна что, с косяком, что ли? В натуре самокруткой, смотри. Палево-то какое. Да, аккумулятор у нас под капотом по-прежнему отсутствует. И у нас здесь просто, по сути, проходка между генами и задними АКБ. Ну и правильно, спель в чистом виде. У нас стоит 3 генератора уже, да? Генератора стоит 3 на 1000 почти ампер, получается. 8-клапанный мотор, да? 48 клапанов. 48 литров здесь объем, короче. 16-вольтовый мотор. Андо читит. Так, здесь мы сразу видим, что машина зеленая, а здесь мы видим, что она ни хрена не зеленая. Как вы милиционерам объясняете цвет вообще? Смотрите, с одной стороны зеленая, с другой стороны не зеленая. По-прежнему вот эти диски стоят, которые очень красивые, но их очень сложно довести до места соревнований. Чуть-чуть порвала дверь, немного. Ну и вот сюда чуть-чуть пошло, вот здесь есть. Леш, можете вот трещинку заделать по детейлингам, керамикой там нет как-нибудь? Тут она тоже синяя, тут она зеленая. Вы ее никогда уже в жизни никому не продадите, вы об этом знаете, да? Как и мы, Хаммер, в принципе. Сменился фронт, у нас стояли Руби, теперь стоят Соло. Это во вторые? Вот, которая у нас одна недавно была на обзоре, она меня одна оглушила. 5 минут у меня свистело в ушах. Здесь их сколько стоит? 12? 12 пар. И вот по-прежнему эти твиттеры, которые уже вы не купите, да? И не факт, что они вообще когда-то будут. Есть еще? Немножко порвала обшивку. Да, обшивки вообще. Не порвала, а рвет, да, так скажем. Чем только заливали. Да, чтобы было понимание, это, ну,
одна из самых громких машин в мире, наверное, из повседневных. Люди часто путают повседнев, там, SPL. Понятно, что у кого-то с одного Саба 170, но тут совсем другая песня. Машина, можно сесть и поехать. Почти с комфортом, да? Мы слукавим, если скажем. Ну, Тёма здесь не помещается, например. Он вот так едет. Ну да, он вот так садится и тогда едет. Тут комфортабельный диван у нас остался. И 6 СТ-шек. Изначально было 2 пятнашки, потом 4 двенашки. И сейчас и 6 пятнашек. Сзади виолетки стоят, прайдовские, да? На улице люди слышат хорошо, но не всем это всегда нравится. Задние двери. Ну, салон почти не пострадал. Пассажиров можно перевозить, но очень плоских каких-нибудь. Очень каких-нибудь плоских телок можно посадить. А здесь, видно, краска оставалась лишняя, и какому-то китайцу накуренному дали, он иероглифы нарисовал. Или тут что-то написано? А, тут написано что-то. Точно. Ну, херовый у вас почерк. Это Рамазан, нельзя краску давать. В багажнике у нас по-прежнему вот эти динамики, они теперь для красоты, да, я так понял? Или используете иногда? Просто вот за этим фронтом, мне кажется, уже ничего не услышишь. Не, Добавляют, да? В багажнике у нас по-прежнему 6 5/500. Это у нас получается 3 моста, да? Да. Каждый мост. Сейчас перекоммутировали. А как у вас сейчас стоит? Каждый усть на каждый САП. Сумасшедшее просто охлаждение, которое когда работает, вот мы его сейчас выключили, потому что вы бы меня не слышали. Гудит нереально, но оно тут требуется, потому что вот так реализовать такое количество усей в багажнике, в закрытом, это очень круто. Некоторые не понимают, что такое охлаждение. У вас усилителя есть КПД, вот коэффициент полезного действия. Если он, например, там 70%, то 30% усилитель отдает в тепло. Можете посчитать, сколько, если здесь там при КПД 70%, каждый усилитель 5 киловаттный, сколько отдает в тепло. Если, соответственно, нет охлаждения, идет прогрев корпуса и воздуха вокруг корпуса, и в любом случае он идет вверх. То есть нагревается до той точки, пока усилители не выйдут в защиту. Очень многих пугает защита. Защита — это абсолютно нормально. Хуже, когда ее нет, когда она не срабатывает. Так, и вот это изменение кузова мы в прошлый раз обошли вниманием. Вот пишите в комментариях ваши предположения, что это. Кто видел, тот, наверное, охерел. Что, ну, не все знают, поверь мне, десятков тысяч людей не знают, что это. Это кусок клетки, да, то есть это часть конструкции оформления. Не хватало места ребятам, чтобы разместить столько пятнашек. И сейчас они разместились очень впритык. И было принято решение удалить заднее стекло и вынести оформление сюда. То есть это у нас получается порт, а изнутри он выглядит вот так. Вот таким образом ребята в седане расположили 6 пятнашек. Очень помогла конструктивная особенность корзин. Да, они сделаны не круглые, а вот с такими спилами. И вот если бы их не было, сабы бы в принципе не расположились, потому что здесь впритык, вот прям миллиметр в миллиметр. Здесь на самом деле все очень сложно по размещению этих сабов, порядок их установки. С сидушками вопрос был решен радикально. Сиденья сделали абсолютно новые, не самые удобные, но, по крайней мере, люди помещаются, но не все. Артем не помещается. Установлен 701 проц, это его RUX. RUX — это управление 701 процессором. И 137 или 137 Alpine. Конечно, кто не видел предыдущие обзоры, обратил внимание на кастомный руль. Руль у нас по сути отсутствует, вместо руля у нас стоит еще один сабвуфер. У вас там нигде в классы ни в какие не пропускают, не говорят, у вас саб тут установлен. Хватает мозгов, да, у судей? Что, ну, это руль стилизованный под саб. Недавно реконили его. Реконили? Да. Ну, он по сути тоже тут пассивный излучатель. Я бы... Нет, а я бы вас не любил, если бы я был судьей, я бы докопался. Ну, сабвуфер же, смотрите, корзина, ну, магнита нет, правда, ладно. По всеядности у нас тоже все очень круто получилось для такого уровня инсталляции. Ну, в смысле, инсталляция-то SPL-ная, но SQ-шники многие позавидуют. То, что у нас стоит процессор, у нас огромное количество источников, то есть мы можем подключить iPhone, флешку, Bluetooth, и кроме того у нас установлен iPad. Он здесь не снимается, да, он всегда стоит? Приклеили, снимался раньше. Угу.
То есть его тоже, с него тоже можно слушать музыку, либо пустить с него там фильмы через, ну или навигатор. И я тут вижу небольшой провал инсталляции. Тут никаким хуем не увидишь, какая скорость или что там показывает спидометр. Если вот смотрите, Затонирован. чтобы было понятно, вот видите, как я сижу? Я упираюсь головой. И вот в принципе, вот как я сейчас вижу, вот так дорогу, а вот так руль. Вот приборка. На Эми с вас бы сняли пару баллов за неправильную эксплуатацию. Я не знаю, считается ли там закрытая приборка, там считается, если твиттерами зеркала закрывают. Но здесь у нас двери вообще ничего не закрывают в обзорности практически, да? Вот смотрите. Вот я сейчас смотрю прямо. Ну, прямо. Если я голову приподниму и вот туда вот вылезу, ну я увижу что-то. Дот такой получился, реально дот. Это очень боевая машина, чтобы вы понимали, тут пришлось очень многим пожертвовать, но таким не то, что не каждый джип может похвастаться. Вообще ни один джип в России сейчас, ну, я не знаю, какие-то поспорят в чем-то, там, может, в стабильности или там, я не знаю, в удобстве эксплуатации, но вот по совокупности эта машина дает по трусам очень многим и седанам, и броневикам даже, да? И прогоняем частоты. Пристреливаем помещение. Видите, машины до чего уже дошли? Пристреливать уже надо не автомобили, а помещения, чтобы точно знать, что мы ничего сейчас не сломаем тут Леше. А то Леше стрёмно, да, если мы что-то сломаем? Да нормально, можешь включать, пока вообще ничего не происходит. Я думаю, тут ничего и не будет. Вот это тут профиль может греметь. А сейчас сколько при... Все, снег пошел, блядь. Слышишь? Тормози. А что это за хуйня посыпалась, Леша? Не знаю, снег пошел, я подумал. Штукатурка какая-то, ну откуда там штукатурка, если там сверху профиль? Давайте еще раз включим и посмотрим, откуда сыпется. Леша, включим или нет? Ты решай, ты хозяин. Ну давай. Такой у нас обычный обзор получился, необычной машины. Кстати, вот про эту штуку ничего не сказали, да, Андо? Андо не стал читить, как Коля Термит, да? Коля Термит нахуял туда батареек и довольно катает их, типа это у меня в машине. Ну это ж не в машине батарейки, да, у него? Ну потом обсуждали долго, но если сюда положить батарейки, это ж не в машине батарейки. Андо там возит, что там у вас, носки, трусы. Необычная тачка, очень необычная, и огромный респект пацанам, потому что реально, бля, мне до сих пор на голову всякое сыпется. Потому что выжили, да, из седана невыжимаемая, и когда уже уперлись, они просто
сделали вот такую вот вещь, не все решатся. Недавно мне люди писали, типа, вот оформление, как у Андо, ни у кого нет, или оно не работает. Только у Андо с Рамазаном это оформление так работает. И рез 165,2 это уже очень круто. Но это не предел. Да. Ну, я тоже так говорю в седанах. Понятно, что седан имеется в виду, люди говорят в багажнике, но все равно сама суть. Обычно под стену или под БП люди берут однообъемники, а тут... Неудобно в седане. Да, пошли по такому особому пути. Тут и ПП не построен, ну ничего. Это очень круто. Вот. Ну, из таких минусов я бы только, наверное, посадку бы затроллил, конечно. Ну, это такой компромисс между повседневным и соревнованиями, потому что надо было как-то сидеть, но места не было, поэтому вот такое решение было принято. Поэтому покататься по городу, покайфовать можно, но надо быть, вот как я или Андо, не очень высокими, да. Тёма, он вот так будет ездить, и у него шея заболит. У меня есть вторая машина, но я летом постоянно на ней. Ну, спасибо, Андо, что в очередной раз приехал. У нас, по-моему, больше всего про тебя было обзоров. И на Лешу подпишитесь обязательно. Мне вообще, вот честно, абсолютно параллелен этот Керамик Про, но Леша вот человек добрый. Он не то, что нас пустил поснимать, вон они что-то мутят уже там. А что вы там мутите, а? Уже предъявить нам хотят. Мы ему стекла тут побили, он нам даже не предъявляет, да. Ну ладно, это не мы, это, наверное, так и было. Но все равно крышу, походу, надо ревизию теперь делать. Не факт, что если оттуда все это высыпалось, теперь оттуда не польется вода. Да, на Лешу подпишитесь, вот она ссылка. Вот просто подпишитесь, потому что, знаете почему? Потому что, почему на тебя надо подписаться? Потому что нормальный пацан? Нет, он пацан-то нормальный, но не поэтому. Потому что тут тачки такие, которых вы в Инстаграме не увидите даже у кого? У Джереми Кларксона нету даже таких. У него даже Инстаграма нет. Да, подписывайтесь на Керамик Про. А вот эти вот бутылочки все не покупайте, честно вам говорю, потому что нахер это надо. Вы все равно ими не умеете пользоваться, да? Это надо к Леше приехать, он вам нанесет. Давайте нанесем по-быстрому. Он сказал, вот залечить можно вот здесь. Вот здесь сделаешь, Леш? Как? Вот берешь пачку 9 А ну. Керамик Про и И такой вжух такой, да, появляется. И все. Всё отлично. Это чисто этот армянский тюнинг. Армянский, Ты туда по-братски не смотри, ты вот сюда смотри, здесь же нормально. Все, это был канал Outsound. Андо с Рамазаном у нас в гостях. Рамазан, как всегда, за кадром. А Леша, вот смотри, он в камеру попал все равно. Все, всем пока, живите громко. И Рамазан попал в камеру, смотри. Рамазан, скажи хоть что-нибудь. Сложно было эту машину делать? Я знаю, что ты снял. Сложно? Тебя все равно не слышно, микрофон только меня слышит. Слышишь эхо, как хуярит? Внутри потом послушал, он вообще так убивает этот трек. Прям...
Тёма, покажем, как я ногой валить умею. У нас, короче, SPL 80-го левела уже. Вы такого не видели. Мы поставили GL Audio процессор. У нас Astel Kern плеер, но пока без оптики, через AUX. Короче, смысл в чем? Я умею валить ногой. Смотрите, для этого нужно зажать вот так. Вот так зажимаю, смотрите. За ногой внимательно. Наваливаем бас. И ногой в пол. Не валит, а так валит. А если всей стопой нажать, посмотрите, пальцем вот так вообще никто не говорил. Вот он источник сейчас питания, это я, замкнутый на землю. Мы еще не знаем, почему это происходит. Ну, пока играемся с этой. Может, сейчас что-нибудь спалим, не знаю. Ну, вот так вот у нас весело. Настройка это весело, говорили они, да? Да. А чем вы занимаетесь, пацаны? Бразерс у нас чисто видео. У Тиграна там голова, если Коля, короче, его бросит, у Тиграна вообще ни одного шанса оттуда выбраться самостоятельно не будет. Тигран не поедет тогда на море.